Хватит валяться на диване, давайте работать. Сегодня у нас клиент из Норвегии, пишет он на бирже Fiverr, проект на $300, задача анимировать присланное лого. Анимацию мы будем делать в программе After Effects. Парам-пам. И будет ее выполнять Дима Сокотнюк. Дима, тебе слово. Спасибо, Александр. Теперь я немного добавлю от себя. Мы будем выполнять часть анимации из проекта, которую выполнил один из участников нашей команды. Клиент предоставлял только растровую графику, то есть обычное изображение, и нам пришлось эти картинки перерисовывать в векторе, да. Но так как у нас эти картинки есть, я предлагаю сразу приступать к анимации. Поэтому открываем After Effects и импортируем эти элементы. Только перед тем, как мы их импортируем, я предлагаю создать композицию нужного нам размера, нужной нам длительности, чтобы все последующие импорты, да, они создавались в такой же самой композиции. То есть мы теперь смело импортируем собаку, composition layer size, и также импортируем кота, composition layer size. Сразу давайте будем наводить порядок, то есть создадим папку AI, наши векторные файлы и файлы с котом и собакой, именно векторные, мы переместим в AI, да? Угу. И создадим папку для композиций, куда мы будем собирать все материалы наши, все наши композиции. Кроме этого назовем мы потом, давайте, main. Кота и собаку мы закидываем в комп и приступаем к анимации. Начнем мы с собаки. Включим сразу, давайте Ctrl-K, цвет прозрачности более нейтральный выберем, да, чтобы было видно и светлые, и темные участки, да. Видим то, что у собаки нет обводки. Что мы будем в таком случае делать? Во-первых, мы конвертируем собаку в shape, да, потому что нам понадобятся как раз таки модификаторы shape, та же самая обводка. Поэтому правой кнопкой на векторном файле create shape from vector. Открываем вкладку, и у нас есть здесь кнопка Add, нажимаем, добавляем строк. То есть мы добавляем нашу обводку, да, выбираем нужную нам толщину. Все, наша собака готова, как в оригинальном изображении. Дальше нам нужно разделить. То есть смотрим, у нас здесь есть нога отдельно и есть одна собака, да. То есть что мы сделаем? Давайте тогда мы сдублируем слой. Здесь мы удалим ногу. Это будет наша собака dog. А здесь мы удалим нашу собаку. Оставим только ногу. Назовем это нога. Все, у нас получается есть уже отдельно одна нога и отдельно часть собаки. Но для анимации нам понадобится, во-первых, отдельно хвост и отдельно голова, да, чтобы создать такую более приятную анимацию. Поэтому что мы делаем? Мы дублируем собаку, включаем Pen Tool. У нас по умолчанию, когда мы выделяем shape, при включенном Pen Tool включается кнопка «Создать еще один shape». Но нам нужна именно маска, поэтому мы здесь переключаемся на режим маски и отделяем наш хвост. Угу. Хорошо. После чего мы назовем это хвост и скопируем, нажимаем букву М, копируем маску и вставляем ее Ctrl-C, Ctrl-V в собаку. Только на собаке мы переключим режим маски с добавления на subtract, отделение, отрезание. Да? Единственное, что при таком вот способе у нас вот появляется небольшой артефакт, не очень приятный. От него хотелось бы, конечно, избавиться. То есть мы на собаке немножечко маску подвинем левее, буквально немного, да, чтобы избавиться от этого артефакта. Готово. Точно так же дублируем еще раз собаку, удаляем у дубликата маску, включаем Pen Tool, снова включаем режим маски и отделяем голову. Хорошо, готово. Точно так же дублируем эту маску и на собаку вставляем. Также нажимаем букву М и включаем режим Subtract, отделить. А здесь назовем это голова. Хорошо, смотрим, та же самая проблема, поэтому мы у собаки эту немножечко маску поднимем выше, да, чтобы не было этой линии. Все, практически готово. Единственное, что если мы хотим, чтобы собака, когда гавкала, открывала рот, да, нам нужно дорисовать дополнительный элемент. Мы его будем рисовать на голове, то есть мы нарисуем такой аккуратный рот.
Поэтому что мы делаем? Выделяем голову, включаем Pen Tool и пробуем легонько. Да, только давайте обводку здесь мы поставим 0, потому что у нас есть уже отдельная обводка. И мы пробуем аккуратно нарисовать таким вот образом рот. Только нам нужно закрыть закрытый контур. Угу. Да, вот подобным образом. В принципе, выглядит уже неплохо. Тем более это будет в движении, это будет не так заметно. Поэтому что нам нужно сделать? И это все будет еще и на белом фоне. Движение собаки ртом будет на белом фоне. Поэтому что нам нужно сделать? Нам у головы, давайте мы откроем контент, теперь есть два элемента. Это сама голова и язык. Ну, нижняя часть рта. Да, но чтобы нам его переместить, чтобы мы его могли заняться его ротейшеном, да, вот у каждого шейпа, кроме слоя, есть своя трансформация. Но если мы будем его анимировать, видите, он как-то странно, да, куда-то улетает, непонятно, почему это происходит. Это происходит потому, что кроме у слоя есть своя якорная точка, да, и у шейпа каждого внутри, да, есть своя якорная точка. Поэтому включаем Y и ищем эту якорную точку. Вот видите, она где-то вот здесь спряталась. Она немножечко выглядит по-другому, она меньше, поэтому мы перемещаем ее сюда. И теперь мы как бы анимируем в контенте, в shape, здесь вот это вращение. Да? То есть мы сейчас делаем рот закрытым. Да? То есть поднимем. Угу. Все, отлично. Рот закрыт, все отлично выглядит. Можем понемногу приступать к анимации. Во-первых, мы все, ногу, голову, хвост мы привяжем по parent к собаке, потому что если мы будем создавать какое-то движение собаки, да, нам понадобится, как бы, чтобы эти элементы повторяли движение. Поэтому что мы делаем? Я предлагаю начать с хвоста, с самого простого. Якорную точку давайте на всякий случай опустим сюда. Анимировать мы будем хвост с помощью эффекта SSE Bend It. Угу. Просто накидываем на хвост. У нас появляются две точки. Одну точку мы ставим у основания хвоста, да? А вторую точку мы где-то вот здесь повыше, чтобы хвост не подрезался. Угу. И теперь, когда мы будем анимировать bend параметр, да, то видите, у нас такая вот происходит анимация. Единственное, что... так, подрезал случайно композицию, рабочую область. Поэтому давайте мы сразу санимируем хвост от параметра, наверное, от минус 5. Давайте минус 10 попробуем, посмотрим, насколько он исказится. Открываем У, ключи на клавиатуре, да. И на 10 кадров давайте попробуем поставим на 10. То есть мы создадим такое постоянное виляние хвостом. Ключи делаем мягкие, но чтобы ключи, чтобы сделать мягкие, мы нажимаем F9. Но чтобы постоянно как бы не копировать, не дублировать до конца композиции эти ключи, мы добавим выражение зацикленности. Будем добавлять выражение пинг-понг, поэтому мы нажимаем Alt и на часики, и у нас появляется вот здесь expression можно добавить, да. Мы находим здесь раздел loop, так, property, да, и ищем loop ping-pong, да. Нас интересует. Давайте я сейчас добавлю toolbar, и мы просто посмотрим, вот, мы пишем loopout, да, и ping-pong добавляем в кавычки. И у нас получается суть этого выражения, что у нас сначала анимация идет от первого ко второму ключу, потом на такое же расстояние идет обратно анимация и повторяется. То есть мы двумя ключами, в принципе, как бы создаем цикл. То есть у нас уже есть виляние хвоста, все отлично выглядит. Единственный момент, что если мы саму собаку по позиции начнем двигать, видите, у нас произойдет такой вот непонятный момент, поэтому как нам его исправить? То есть нам нужно, во-первых, позиция собаки, и у хвоста мы нажимаем на старт Alt, да, и мы прикрепим этот старт к позиции собаки. Единственное, что вначале мы добавляем value и отнимаем позицию как раз таки собаки. То есть мы таким образом будем повторять движение, да, но при этом как бы и плюс это выражение. Вот у нас уже таким образом получается выражение, как бы точка, она на месте.
мы можем видеть. Да, но она при этом, как бы, когда собака будет двигаться по позиции, она будет тоже оставаться на месте. Также нам нужно и со второй точкой сделать ту же самую процедуру. Поэтому мы на End нажимаем Alt, да, и прикрепляем к End позиции собаки. И можем скопировать просто то же самое выражение. Все, готово. И теперь, как бы мы собаку не двигали, у нас будет вместе с ней двигаться этот эффект и не будет ломаться. Супер. Собака готова. Теперь нам нужно для собаки создать движение головы, да, когда она гавкает, она немножечко приподнимает у нас голову. Поэтому что мы делаем? Во-первых, включаем Y, смещаем якорную точку к основанию головы, к основанию шеи, да, так как у нас будет происходить это вращение. И давайте попробуем создать эту анимацию. Открываем Rotation, фиксируем ключ, переходим на 10 кадров и пробуем, давайте поднимать немного вверх. Мы сейчас вот эти артефакты наши мы устраним, за них не волнуемся. Угу. То есть давайте на 8, вернулись назад и снова вернулись назад. Можем Ctrl-C, Ctrl-V. Вот у нас уже пара ключей готова. Супер. Теперь нам нужно устранить артефакты, которые у нас появились во время разделения. Давайте посмотрим, можем ли мы маской, видите, если мы маской как бы отделяем, да, то у нас будет вот этот срез остренький, и он не очень будет хорошо выглядеть. Поэтому что мы будем делать? Мы сейчас подумаем немножечко, как это лучше обыграть, да. Угу. Угу. В принципе, мы можем, конечно, анимировать дополнительно путь. Угу. Давайте мы, во-первых, у головы маску здесь более аккуратную сделаем, потому что вот здесь, в принципе, она не нужна, да, мы можем вот таким образом сделать. И у собаки нашу маску эту подтянем, да, нам, в принципе, не важно, что будет под головой, голова все равно выше, и она будет перекрывать. Смотрим теперь все равно у нас этот момент, поэтому мы можем дополнительно у собаки, да, анимировать путь. Откроем группу, откроем пас и анимируем немножечко путь, самую малость, да, чтобы у нас в этот момент как бы исправить этот артефакт. Выделяем собаку, включаем Pen Tool и подправляем этот артефакт, чтобы у нас шея совпадала, да, во время подъема головы. Угу. Можем еще немножечко подправить. В принципе, готово. Дальше мы дублируем первый ключ, ставим его через 10 кадров. Выделяем 3 ключа, копируем Ctrl-C, Ctrl-V, F9. Смотрим. Все, у нас готово виляние шеи без каких-либо артефактов. К этому вилянию головы, да, мы хотим добавить анимацию рта. Помним, что у нас рот, он отдельно находится внутри, поэтому открываем Shape 1, открываем его трансформацию и анимируем наш Rotation. Угу. Переходим на 10 кадров и делаем так, чтобы рот немножечко открылся. Копируем этот ключ, вставляем его через 10 кадров. Потом снова копируем 3 ключа, Ctrl-C, Ctrl-V. Готово. Теперь смотрим. Так. Хвост у нас зациклен. Да, теперь у нас есть как бы такая вот уже приятная анимация. Есть еще пару моментов, конечно, хотелось бы добавить, да, но чтобы легче воспринималась информация, я предлагаю создать белый солид, так как все будет, в принципе, финальный результат на белом фоне. И мы на белом фоне это просмотрим. Угу. Супер. Готово. Добавим несколько деталей, чтобы выглядело поинтереснее. Во-первых, мы на собаку предлагаем добавить эффект Lickfy. Да, во время того, как собака будет гавкать, мы сделаем так, чтобы у нее немножечко грудная клетка надувалась. Выбираем инструмент расширения. Да? Alt, стрелочка. Так, не сработал. Стоп. Так, почему-то не срабатывает этот инструмент. Все. Ctrl, зажимаем Ctrl, нажимаем левую мышку и тянем вправо. Немножечко увеличивается. И буквально легонько здесь делаем такой вот
да, дыхание. Все супер. Дальше мы фиксируем этот ключ. У нас появляется ключ, и точно так же мы на 10 кадров 0, точнее наоборот, нам нужно, давайте поменяем местами, выделяем ключи, правой кнопкой Time Reverse, да, через 10 кадров снова 0 копируем, выделяем 3 ключа, копируем, вставляем F9, да, и вот у нас уже, в принципе, есть движение собаки. Я бы добавил небольшого движения самому телу собаки и ноге, да, чтобы это как-то более интересно выглядело. То есть выделяем нашу собаку по позиции по ротейшену. Единственное, что нужно было якорную точку заранее опустить, потому что у нас теперь выражение, оно будет слетать немного. Поэтому давайте мы, наверное, попробуем буквально на незначительный параметр, да, то есть мы немного собаку по позиции правее сместим, буквально на немного, да, и по ротейшену так же самое, чтобы сделать небольшой ротейшн, да, мы можем зажать Ctrl и буквально на несколько вот пунктов мы как бы добавим этого движения. Копируем, снова вставляем F9. Все. Выглядит уже неплохо. Единственное, что давайте нашу ногу доанимируем. Смещаем якорную точку к основанию ноги. Да, включаем Rotation, фиксируем. И когда у нас происходит это движение, мы немножечко ногу эту будем отводить назад. Буквально немного. Копируем снова ключ. Процедура, в принципе, с собакой, она очень простая. Собака у нас просто постоянно во время гавкания будет делать такие вот незначительные движения. В принципе, с собакой мы закончили. Дальше нам, чтобы продолжить анимацию, мы, в принципе, будем просто заниматься копированием ключей в нужном месте. Если вы хотите стать таким же моушн-дизайнером, как и я, и работать из дома, либо из любой точки мира, тогда вам нужно попасть ко мне на курс. Курсы стартуют запусками, то есть не всегда можно на него попасть, залететь. Примерно один раз на 2-3 месяца мы стартуем. Мы будем изучать программу After Effects, Motion Design, и все это на базе реальных проектов из биржи Fiverr. Переходите по ссылке, которая внизу под видео. Там будет вся информация, и регистрируйтесь в Telegram-боте. Перейдем к нашему коту и приступим к его анимации. Так же самое. Конвертируем в Shape. И добавляем нашу обводку. Единственное, что вы можете заметить, что здесь вот как бы дыры в глазах, да. Если мы откроем группу, мы можем увидеть здесь 3 пути и еще и режим Merge Pass. Merge Pass, в принципе, нам не интересен, мы его можем смело удалить здесь. И что мы сделаем? Нам нужно кота сдублировать, получается, 4 раза. Раз, два, 3. Ну, 3 раза дублировать оригинал. И в каждом слое оставить один элемент. То есть здесь мы оставляем... только давайте перед тем, как мы приступим к этому... Хотя нет, все правильно мы делаем, да? То есть удаляем здесь. То есть у нас остается, получается, только нос, да? И мы его делаем, конечно же, белым. Дальше здесь мы оставляем только второй элемент. И точно так же меняем fill на белый цвет. И со вторым глазом также самое. Удаляем первый, второй и четвертый. Оставляем только третий, меняем fill на белый. Готово. Можем сразу подписать нос. Получается, если будем смотреть, давайте напишем глаз левый, глаз правый. И у самого кота мы тоже удаляем вот эти элементы, которые мы уже отделили. То есть они нам, по сути, здесь не нужны. И добавляем наш строк. Строк, давайте мы посмотрим, какой мы собаки устанавливали 19. И давайте мы здесь тоже установим 19. В принципе, готово. Назовем этот слой как код. Что нам понадобится? Та же самая история. Мы отделяем голову и хвост. Дублируем. Код 2 выделяем, включаем Pen Tool и переключаемся на режим маски, да? И отделяем голову коту. Потому что она нам нужна будет отдельно. Дублируем, нажимаем букву М, копируем маску, это подпишем голова и накидываем на кота эту маску.
Нажимаем букву М, и маску мы Subtract. Вот этот артефакт, который у нас при таком способе появляется, мы немножечко его устраняем вручную, подвигаем маску, да? И ту же самую процедуру повторяем с хвостом. Ctrl-D. Маску головы у хвоста удаляем и включаем, отделяем теперь отдельно хвост. Мгм. Так, хвост отделили, подписали хвост, маску скопировали, накинули на кота. Нажали 2 раза букву М и снова Subtract. И исправляем сразу же наш вот этот небольшой артефакт, который здесь появился при таком вот разделении. В принципе, у нас все готово. Единственное, что во время анимации, да, мы будем делать мимику кота, поэтому мы сразу нарисуем несколько элементов, которыми будем работать. Первое – это глаза. Мы сделаем ему такие закрытые глаза, как будто кот улыбается, да, в мультике их рисуют обычно таким образом, да. Отключаем, во-первых, fill, да, и обводку мы делаем поменьше. Вот таким вот образом мы, в принципе, рисуем глаз. Единственное, что в таком случае нам нужно открыть Shape, в нем есть раздел строк, и переключить здесь Butt Cap на Round Cap, чтобы были глаза скругленные. И Ctrl-C, Ctrl-V, да, сдублируем и переместим. Мы потом воспользуемся этими глазами. И давайте мы их подпишем. Глаза, глаз левый, глаз. Хотя их можно, в принципе, объединить. Давайте мы скопируем Shape 1 и закинем его в контент. Угу. И мы здесь его, в принципе, сместим куда нам нужно. Так. Открываем Transform и позицию просто сместим в нужное нам место. В принципе, готово. Назовем глаза и добавим себе такой вот комментарий, чтобы понимать, что это, в принципе, за глаза. То есть мы, когда будем эти отключать, у нас будут вот такие глаза, приятные, мимимишные у котика. Окей. И второй момент, нам понадобится рот. Но рот, как будто кот наш мяукает. Да, мы его нарисуем вручную. Поэтому снова включаем Pen Tool. Приблизительно смотрим, где у кота должен быть рот. Да, и его будем, давайте вот таким вот образом мы его нарисуем. Мгм. Мгм. Единственное, что нам здесь строк не нужен. Нам здесь нужен, наоборот, fill. Рот немножечко давайте подпишем и подправим его в место, где вот рот обычно у кота находится, да. Точки эти поднимем повыше, да. Подправим все наши касающие, чтобы они не сильно торчали, да. Мгм. И создадим легкую анимацию, буквально там на 15-20 кадров того, как будто кот мяукает. Анимацию мы будем создавать с помощью анимации Pass. То есть открываем, нажимаем ключики и будем менять Pass. То есть давайте 2 кадра. Так, только давайте все точки проставим, что нам понадобятся. 4 точки нам нужно по углам. Одна сверху, одна снизу. Переходим, давайте на 2-3 кадра. Эту точку опускаем вниз, эту поднимаем вверх. Да, то есть делаем такой вот, как бы, рот у нашего кота. Угу. Потом переходим на 1, 2, 3, 4, 5, где-то на 6 кадров, да. Немножечко это выше и сильней растягиваем. То есть как будто наш кот начинает открывать рот. Угу. Окей, с этим разобрались. Теперь через 2 кадра. Так, давайте посмотрим. Так, что-то немножечко мы сбились. Так, 1, 2. Первый ключ на 3 кадра. И потом через 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7. Давайте поставим этот ключ. У нас теперь получается такое открытие рта.
Дальше через раз, два, три кадра у нас рот начинает превращаться в круглый. Да, то есть что мы делаем? Мы просто нажимаем на эти точки и зажатым включенным пентолом, зажатым альтом. У нас появляются такие касающие, и рот, в принципе, становится более круглый. Единственное, что мы подрегулируем немножечко наши вот эти направляющие. И потом раз, два, три, четыре, пять, да, мы начинаем рот наш уменьшать у кота. Вводим к концу, а потом он в конце просто резко пропадет. Мгм. И давайте посмотрим, поставим ключи здесь мягкий и, в принципе, посмотрим то, что у нас получается. Рот у нас будет, как бы, он подрезается, поэтому он существовать будет только в моменте. Да, такая вот анимация. Здесь у нас, в принципе, все как нужно получилось. Давайте посмотрим, мне не сильно вот этот момент нравится, да, как мы к круглому переходим. Давайте посмотрим еще раз. Мгм. В принципе, если медленно смотреть, то выглядит неплохо. Давайте мы попробуем. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте сейчас посмотрим, может. Да, в принципе, когда побольше места оно уже выглядит посимпатичнее, да, и мы просто стараемся теперь максимально на последнем ключе рот сделать маленьким, то есть как будто он закрывается. То есть такая вот у нас уже получается анимация. Мгм. Ее, конечно, можно сделать поаккуратней, но мы пока мы оставим это так. Глаза тоже мы сейчас пока наши отключим и приступим к анимации кота. Начнем мы с хвоста. Якорную точку перемещаем к основанию. И ту же самую историю будем использовать Band It, да, Band It. Мгм. Одну точку, только мы добавили на кота, а не на хвост, поэтому внимательно. Добавляем на хвост, одну точку к основанию, вторую точку где-то вот здесь, где у нас хвост заканчивается. С котом мы будем делать анимацию отдельную, да, не такую, как у собаки, что он хвостом виляет. Мы здесь будем, как бы создадим два движения, когда кот немножечко двигается, и когда кот сидит на месте, просто мяукает, да, поэтому что мы делаем? Давайте создадим первую анимацию, первую часть анимации, то есть фиксируем Band, нажимаем U, переходим, давайте на 20 кадров, выкручиваем хвост в эту сторону, возвращаемся на 20 кадров, снова возвращаем его в начальное положение. Ключи делаем мягкими, то есть создадим такое вот как сильное движение. Также к этому движению мы можем добавить rotation, да, чтобы оно поинтереснее немножечко выглядело. Посмотрим, не сломается ли наш хвост. Мы буквально немножечко хвост анимируем. Видите, артефактов ничего не появилось. Копируем этот ключ и вставляем. Ключи F9. Все, супер. Готово первое виляние хвоста. После этого виляния хвоста нам нужно создать незначительное. То есть давайте 20 кадров. Мгм. 20 кадров. Подумаем сейчас, как это лучше, во-первых, сделать, да, чтобы это интересно выглядело. Давайте 20 кадров теперь буквально на немножечко в эту сторону. Незначительно копируем этот ключ, 20 кадров, назад его. Потом 10 кадров в эту сторону, да, и 10 кадров в начальное положение, да. Сделаем, чтобы у нас было повиливание хвоста. Смотрим. Единственное, что видите, у нас немножечко Bend It подрезается, поэтому я предлагаю минус уменьшить поворот, да, чтобы. Так, стоп, а это не Bend It, это у нас. Нет, это Bend It, да? Угу.
Да, это из-за ротейшена, наверное, происходит хвоста. Поэтому давайте мы ротейшн отключим, да, и оставим только bend it. Угу, смотрим. Окей, не сильно мне нравится результат. Давайте мы остановимся на зацикленной, как с собакой. Только в этот раз у нас уже есть 3 ключа. Давайте мы добавим на loop выражение. Нажимаем Alt на часике Bend, да, нажимаем Property и добавляем loop out выражение. Ищем его. Loop out. Угу. Да, и выражение у нас хвост будет просто постоянно виляться. Я думаю, тогда давайте сделаем его как у кота, потому что не сильно мне нравится результат с его остановкой, то есть пускай постоянно виляет. Дальше мы добавим незначительное движение головы. Только прежде чем мы будем создавать всю анимацию, во-первых, давайте создадим контроллер для лица кота. Мы немножечко еще подвигаем лицо кота. Да, назовем Face Control. Угу. И привяжем эти анимации, все части лица, все глаза, рот, нос, да, мы привяжем его к этому контроллеру, а этот контроллер привяжем к голове, а голову и хвост привяжем к самому коту, да. Готово. И приступаем. То есть мы начинаем с вращения головы. Так, вращение головы. Я думаю, давайте попробуем в такте сделать, да, с вилянием хвоста. Единственное, что якорную точку не забываем переместить в правильное место. Включаем Y, да, перемещаем. Угу. То, что у нас голова сейчас немножечко подрезается, мы на это сильно внимание не обращаем, да, мы это будем исправлять. Я думаю, достаточно, в принципе, на 5. И потом возвращаем назад. Ключи мягкие. Переходим сюда и исправляем этот момент. Как мы можем его исправить? Давайте проверим. Да, маской, в принципе, анимируя маску головы, это исправляется. То есть фиксируем маску в начале, потом здесь мы ее опускаем, а на втором кадре мы ее поднимаем. Тоже ключи делаем F9. Смотрим. Угу. И мы вот в это виляние головой, когда он наклоняет, уже делаем так, чтобы наш котик как бы уже рот открывал. Угу. В принципе, выглядит уже неплохо. Что мы еще хотим добавить? Во-первых, мы хотим добавить немножечко, чтобы когда кот он наклонял голову, мы будем приподнимать его лицо немножечко выше, да? Угу. Поэтому открываем ключи, ищем, где вот момент идет подъема головы, и давайте за 10 кадров фиксируем позицию, переходим на 10 кадров, немножечко поднимаем, да? Угу. Переходим на следующие 10 кадров, копируем этот ключ, вставляем, да? Сделаем такой, угу. Наверное, чересчур подняли, можно немного поменьше, да? То есть на немного его буквально поднять, чтобы это выглядело интересно. Вот у нас уже есть такое аккуратное виляние головой. Можно к этому вилянию самого котика, давайте попробуем, да, якорную точку мы здесь пока выражение не привязывали, можем опустить вниз, да, и мы можем добавить, давайте Scale и Rotation. Фиксируем 20 кадров, немного давайте буквально на 0,5, на 0,7, на немного, да. Вот поднимется и увеличится. Скопировали ключи, 20 кадров, вставили F9, да. То есть у нас уже есть виляние вот котика нашего. Угу, супер. Единственное, что когда у нас кот будет открывать рот, у нас глаза будут заменяться. Поэтому глаза эти мы подрезаем, а эти как раз таки оставляем, да. Включаем их. Угу. Так, давайте увеличим таймлинию. Видите, наложились кадры, подрезаем. И здесь мы, после того, как эти глаза миленькие пропадают, мы снова дублируем эти глаза, поднимаем их и смещаем уже на конец, как пропали эти красивые глаза. И у нас вот, да, только смотрим внимательно, чтобы элементы не накладывались. Потому что если они будут
накладываться, то будет не очень хорошо выглядеть. Мгм. Подрезаем, смотрим. Готово. Так, у нас где-то наложились глаза, я увидел, так. Да, мы с этой стороны тоже не подрезали их. Мгм. Всё. Видите, у нас такой, да, только эти глаза мы до конца уже протаскиваемся. Ну, до конца, да, то есть, до следующего виляния хвостом. Мгм. Давайте, не сильно мне нравится вот это движение, которое у нас получилось. Его бы, наверно, совсем маленьким сделать. И можем добавить к этому движению еще scale. Буквально там 101. Мгм. И назад. Ctrl-C, Ctrl-V. Смотрим. Мгм. Да, то есть у нас единственное, что, глаза, которые такие красивые, они слишком большие, мне кажется. Давайте мы их попробуем немного уменьшить. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Мгм. И попробуем их буквально немного уменьшить. Только когда мы их будем уменьшать, якорную точку давайте в центр отправим, чтобы они относительно центра уменьшались. Мгм. Да, и вот у нас уже получается такая вот анимация. А самое интересное, что да, мы сделали, в принципе, уже анимацию нашу зацикленной, да, то есть мы того не хотя, сделали зацикленную анимацию, то есть мы будем отталкиваться от виляния хвостом. То есть что у нас, как у нас хвост зацикливается? То есть у нас полный цикл хвоста – это 1:10. Поэтому, в принципе, мы композицию эту можем подрезать на 1:10. И так же само мы подрежем собаку. Собака у нас вообще все супер явно. Тоже 1:10 подрезаем. Да? И что мы теперь будем делать? Мы добавляем, давайте в главную композицию мы добавим нашу собаку. Мгм. И нашего кота. Кота посадим справа, как в работе, которую он прислал. Собаку посадим слева. И что мы сделаем? Просто добавим, включим time remap. Ctrl-Alt-T. Это для того, чтобы работать с значениями тайм-кода, скажем, композиции, да? Мгм. Мы можем теперь эти композиции протащить, да? Только, да, у нас, смотрите, пропадают внутри элементы. Нам нужно вот здесь их, элементы, которые существуют, протянуть их за пределы таймлинии. И тогда они не будут пропадать. То есть тогда с ними тайм-ремаппинг будет взаимодействовать. Возвращаемся, видите, наши элементы теперь на этих значениях существуют. Все, и теперь как бы давайте воспользуемся нашими звуками. Я их уже заранее подготовил. Точнее, наш коллега, который выполнял анимацию. Это мяуканье нашего кота. Так, и так, это логотип. И второй звук лай собаки. Супер. Добавляем это в проект, закинем это, давайте, в отдельную папку, назовем ее sounds, да, звуки, это просто sound, неважно. Да, и теперь будем настраивать нашу анимацию. Мгм. Окей. То есть как мы будем сейчас работать? Мы дублируем этот ключ, то есть делаем на 20 кадров паузу, да? И после, мы нужно, чтобы наша, анимация повторялась. Поэтому мы просто добавим выражение loop, да, которое мы уже с вами добавляли, loopout cycle. Просто его добавляем, зажимаем Alt на часик и добавляем loopout cycle. И у нас тут уже получается такая анимация. Да, только мне не нравится то, что пауза происходит. Наверное, тайм-ремаппинг не самое лучшее здесь решение, так как происходит пауза анимации этих элементов, они статичные, и мне этот момент не очень нравится. Поэтому давайте мы все-таки тогда будем работать без тайм-ремаппинга, да, а будем просто копировать ключи вручную. То есть переходим в нашу композицию, нажимаем Ctrl-K и продлим ее заново до нужного размера, там до 9, например, секунд. Элементы протащили, удлинили.
И ту же самую историю мы выполнили с котом. Мгм. Окей, сейчас важно не перепутать то, что мы перетаскиваем, да, то, с чем мы, в принципе, будем работать, да. Все, и нам периодически теперь нужно просто будет добавлять эту анимацию. Давайте перейдем в главную, добавим сейчас наша кошка и собака уже здесь. Мы на момент, как собака лает, добавляем звук лаяния, да, лай собаки давайте добавим 2 раза. Хотя лай, наверное, будет легче внутри регулировать, да, добавляем сюда лай, нажимаем 2 раза L и видим, что собака несколько раз лает. Вот нам, в принципе, как раз 2 раза и нужно, поэтому давайте мы возьмем 2 последних раза, Alt квадратная скобка подрежем и вставим это момент, где собака наша лает. Вот в начале. Мгм. Супер. Все, и теперь нам просто хвостом собака виляет периодически. Дыхание. В принципе, наверное, мы можем додублировать просто ключи эти бесконечно, я думаю. Да? То есть, что мы хотим? Мы хотим, чтобы наш лекфай повторялся. На самом деле, лекфай можно просто добавить постоянно луп, да? Так же самое мы хотим, чтобы виляние головы у нас происходило постоянно по ротейшену, да? Именно у самой головы. А вот лайне собаки мы не хочу я добавлять луп, мы просто сейчас будем, наверное, давайте по 10 кадров будем добавлять какое-то незначительное, да, просто движение 6, смотрим. Так, давайте будем вверх, хотя давайте вниз лучше опустим. Да? У нас появился артефакт, но мы сейчас его устраним. Потом копируем ключ через 20 назад. Смотрим, что это за артефакт и как мы его устранить можем. Мы уже, по-моему, анимировали пас здесь, да, у собаки. Поэтому мы как раз-таки этим... Мгм. Так, а у нас, наверное, не получится так устранить эту ошибку с помощью этого пас. То есть нужно... Мгм. Окей, тогда собаке голову мы будем не поднимать лучше, да? У нас подъем вроде хорошо получался. Мгм. И подправляем пас у нашей собаки. Пас, да. Pen Tool включаем и подправляем. Так. Давайте вернемся, посмотрим, как мы здесь сделали. Да. Мы именно не маску двигали, мы двигали саму шею собаки. Угу, окей. Давайте тогда подправлять этот момент, да. То есть выравниваем шею, и копируем назад во время опускания. То есть собака 2 раза полаяла, потом она просто там головой повиляла. И снова можем дальше копировать. То есть дальше мы играемся с ключами, настраиваем нашу анимацию. То есть, по сути, у нас уже готов один цикл. Давайте мы... Так, глаза наложились, что я говорил, да, следим внимательно. Угу. И сюда добавим наше мяуканье. Угу. Давайте найдем... Нас интересует вот это мяу тоненькое, да. 2 раза L, чтобы открыть звуковую waveform, да. Alt квадратная скобка, подрезали и подставляем этот звук там, где у нас рот открывается, да. И вот у нас уже готова анимация мяуканья кошки нашей. То есть, смотрите, по сути, на 1.10 мы теперь, если подрежем композицию, у нас готов один цикл. А дальше нам нужно просто настроить как бы ключик, если мы хотим это, чтобы оно не... Так, я выключу. Если мы хотим, чтобы оно дальше не повторялось, да, а какие-то более уникальные движения, мы можем копировать ключики, некоторые подправлять и получать, в принципе, нужный результат. На этом мы остановимся.
полное техническое задание вы можете прочитать здесь, либо скачать его под видео, и если есть желание, выполнить его до конца. У нас же получился финальный вариант, я надеюсь, вам интересно, у нас получился финальный вариант вот такой. Этим результатом доволен я. И, что самое главное, этим результатом доволен и наш клиент. Он оставил вот такой вот приятный положительный отзыв. Если вам нравятся такие уроки, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите любой комментарий, и мы постараемся чаще, хотя бы периодически выставлять либо полноценные обзоры проектов, либо какую-то часть проекта, то есть будем выполнять кусочек, как сегодня. Вот. Ну и подпишитесь. Увидимся уже совсем скоро. Мирного неба и тихой ночи. Парам-пам.